24 апреля в Киеве состоялось открытие 12-й персональной выставки картин Константина Шаповалова, главы Союза христианских писателей Украины, священника, члена Международного профессионального союза художников. Галерея New Gallery по улице Межигирская, 1 сегодня многолюдна. Профессионалы и обыватели, гости, друзья, знакомые Константина Шаповалова и просто любители живописного искусства пришли насладиться картинами, пообщаться с художником и отдохнуть душой в необыкновенно светлой и творческой атмосфере, созданной живописью художника-пастора. Мне очень приятно, что я знаю двоих художников и священников, которые духовность сочетают, свою духовность переводят в материю, в изобразительное искусство, в цвет. Поэтому это уникальное явление. И как каждое духовное лицо, он, наверное, обязан быть таким. Он должен быть и таким, и таким. Потому что проповедовать нельзя одно и то же. Ценность в том, что он должен находить, что кому говорить по отношению к своей духовности. Увертюрой весеннего вернисажа, а именно так называется выставка художника, стали музыкальные композиции в исполнении группы «Квант». Интерес вызывает не только творчество, но и личность художника, несомненно незаурядная. Константин Андреевич является активным общественным деятелем. На поле творчества он не только живописец. Осенью этого года под его руководством прошел первый в Украине христианский кинофестиваль «Свет», который уже успел получить резонанс в международных кругах. А несколько недель назад по его же инициативе прошел концерт в номинации «Песня года в украинском христианстве», где были собраны лучшие христианские музыкальные группы исполнителей. Если человек рисует такие картины, то можно просто удивляться, радоваться, что у него хватает времени на какие-то музыкальные конкурсы, на «Песню года». Как ему удается сочетать в себе столько много, мы узнали у самого художника. Мне кажется, что у меня еще очень много остается свободного времени, которое надо занять еще какими-то проектами. Вот. Но если так. Но если серьезно, то с самых первых своих шагов в своем служении в христианском я себя приучил трудиться. Ну и те учителя, которые у меня были, они меня тоже приучили к труду. На открытии присутствовали множество именитых гостей. Это и заслуженный артист, композитор Владимир Быстряков, и художник, член Союза кинематографистов и Союза художников Украины Виталий Ясько, известные христианские исполнители Роман Ващук, Стелла Красовская, Анита Гизо, Людмила Петрусенко, ведущий и руководитель проекта «Живьяком» Сергей Погребняк и другие. Все они очень тепло отзывались о творчестве художника. Дорогие друзья, я хочу сказать вот что. Сегодня, когда мы с вами находимся в такой нелегкой ситуации, когда у нас у всех раскрыслены мозги и души, когда у некоторых сдвинуты какие-то моральные ценности и духовные, то я вспоминаю все чаще слова одного очень замечательного человека, который обращался к нам, думающим людям. Он сказал, когда общество в кризисе, вы не должны сидеть дома, вы должны выходить и общаться между собой, вы должны собираться вместе и обсуждать искусство, обсуждать цветы, природу, обсуждать детей, отогревайте свои души. И он был прав. Вот сегодня у нас есть такая возможность, потому что замечательный человек, который зовут Константин Андреевич, пригласил на свою солнечную, очень достаточно поставить некоторые полотна, выставку. Вот я прошелся, потому что я сказал, я не смогу сказать ни одного слова, пока я не увижу, что этот человек делает своими руками. Ну, что такое искусство? Прежде всего, искусство – это сам человек, это его концепция жизненная. Да? И, кстати говоря, здесь я видел и предметы концептуальной живописи, от которой мы порядком уже отвыкли. В свое время это когда, так сказать, какие-то свои принципы жизненная кредо человек пытается, так сказать, отобразить через свои произведения, через то, что он умеет делать. Он умеет делать очень хорошо, он самый разный, он в концептуальных произведениях, он достаточно такой, будем говорить, жесткий лектор, который, так сказать, проповедует свой взгляд. Достаточно увидеть картину, допустим, возрождение церкви, да, когда церковь светится за каким-то черным там этим. И вместе с тем он очень, так сказать, трогательный и тонкий лирик в своих пейзажах. Пейзажи мне очень понравились, просто замечательно совершенно. Вот, так что очень разнообразная живопись,
Но прежде всего, давайте мы его поблагодарим за то, что он нам сделал сегодня этот праздник, за то, что мы имеем сегодня возможность в это непростое, как я уже говорю, время встретиться, посмотреть друг другу в глаза, поговорить об искусстве. Уже хватит об этой политике, понимаете, об этих переделах. Давайте поговорим о том, что нас держит, о вечном. Действительно, вечное это наши дети, правда, вечное это искусство, вечное, это, говорится, это музыка, это живопись. И я думаю, что если человек создал такое количество картин, то он этой своей профессии, он верен этому, он еще и свою супругу этим заразил, так сказать, своей страстью. И я хочу, конечно, поблагодарить вас за то, что вы сегодня поделились с нами частичкой своей души, частичкой своего сердца. Спасибо вам большое, спасибо за то, що ви нас сьогодні всіх вместе собрали. Мені дуже сподобалась також найбільша картина, там де церква, і з неї світло. Дуже прообразно. І, знаєте, хочеться і вам побажати більше таких робіт, вони надихають. Картины художника находятся в частных коллекциях Екатерины Ющенко, в семье народного артиста, героя Украины Богдана Ступки, кардинала Любомира Гузара, митрополита Владимира, героя Украины Михаила Жару. Стоит отметить, что на выставке представлен новый стиль письма Константина Шаповалова. Одна из его отличительных черт – это использование чистых цветов и характерного мазка. Цвета в чистом виде, не разбавленные и не смазанные полутонами, наносятся смелым мазком. Подобные картины всегда оставляют неизгладимое впечатление своей насыщенностью, энергией и цветом. Это фигуративная живопись, мы видим вот в этом зале ее. Вот. Она немножко отличается от классического реализма, скажем так. Это достаточно такие яркие работы, скажем, на картине есть такая вспышка цвета, вспышка вот как бы яркости такой. Многие гости отмечали солнечность произведений художника. Работы Шаповалова имеют чрезвычайно светлую энергетику и огромную силу художественного влияния. Их невозможно трактовать субъективно. Картины воспринимаются не под влиянием настроения зрителя, но они сами создают настроение. Так отзывается картина художника. Поблагодарив гостей и присутствующих за поддержку своего творчества, Константин Шаповалов объявил об официальном открытии выставки. Спасибо большое всем, кто пришел. Я очень рад, я не ожидал, что столько будет людей на открытии. Очень тронут этим. Спасибо за теплые слова. Вот, и хочу вам пожелать приятного просмотра. На выставке были представлены также картины супруги художника Светланы Шаповаловой. Они привлекают не только изысканностью авторского стиля, но и названиями с глубоким смыслом. Выставка открыта для посетителей с понедельника по субботу до 8 мая.